Привет, друзья! С вами канал Tash History. И как часто вы едите картошечку с мясом? Лично я ел бы это блюдо каждый день, однако я не живу в Беларуси, чтобы позволить себе данную роскошь. Однако, почему Беларусь ассоциируется с картофелем? С каких пор это пошло? И при чем тут Лукашенко? И вообще, почему его прозвали батькой? Этот выпуск будет про Беларусь и страсть белорусов к картофелю. И если вам интересна данная тема так же, как и мне, то присаживайтесь поудобней, ибо мы начинаем. Касательно любви белорусов к картошечке, то хочу сразу заявить о том, что это очередной стереотип среди похожий на стереотип любви украинцев к салу. И он имеет свою четкую историческую подоплеку, о которой ты обязательно узнаешь в этом ролике, мой дорогой зритель. Возможно, найти ответ нам с тобой помогут исследования. И если внимательно посмотреть на несколько таких исследований и графиков, то можно заметить, что Беларусь еле-еле дотягивает до 10-го места по количеству выращенного картофеля в мире. Лидирующие места получают в основном китайцы, индусы или русские, что делает их бульбашами куда большими, чем белорусы. Однако почему многие из нас сваливают этот грех именно на белорусов и не обвиняют в нем тех же русских, например? А все очень просто, ибо в первую очередь надо смотреть на другой график, а именно потребление картофеля на душу населения. И именно тут мы увидим, что Беларусь занимает безоговорочное первое место, и обычный белорус съедает в среднем по 500-600 килограммов картофана в год, что фактически соответствует массе белого медведя и значительно обгоняет даже второе место в этих исследованиях, которое каждый раз меняется в зависимости от предпочтений исследователя. И вот теперь-то становится понятно, почему белорусы получили свое прозвище. Ибо, если верить Гуглу, то средний мировой уровень поедания картохи составляет 33,5 килограмма в год. И эти ребятки переплюнули его в 15, черт возьми, раз. И если достать калькулятор и провести пару расчетов, то можно понять, что обычный белорусский чувак съедает в среднем 1,5 килограмма картохи в день. И, честно говоря, я столько не съедаю, даже за Новый год. А потому, если этот ролик смотрят белорусы, то напишите обязательно в комментариях, каково вам съедать картоху весом с полярного медведя и как вы вообще сохраняете форму при таком рационе. Думаю, всем нашим зрителям будет интересно это просмотреть, а самую крутую историю я обещаю закрепить в комментах. Но давайте мы не будем медлить и продолжим наш ролик дальше, ибо интересности только начинаются. Окей, ребятки, почему белорусы бульбаши, мы разобрались. Само прозвище произошло от белорусского слова бульба, что означает картошка. И то, что данное прозвище вполне заслуженное, это очевидно. Однако мы так и не разобрались, а откуда возникла настолько неистовая любовь к картохе. Не свалилась же она с бухты-барахты, словно подарок на Новый год. Касательно этого вопроса, я хочу сказать, что он довольно разветвленный, и ответа на него может быть сразу несколько. И какой же вам понравится больше всего, мой дорогой зритель, то и считайте верным. А перед тем, как мы начнем его разбирать, то давай сразу разберемся, что такое картошка вообще. Вы сейчас удивитесь, но родиной данного овоща является отнюдь не Беларусь, а Америка, где данный продукт культивировали на протяжении тысячелетий. А завезен он был в Беларусь относительно недавно, где-то под эпоху Петра I, еще со времен Российской империи, и то прижился не сразу. И многие крестьяне даже устраивали картофельные бунты, чтобы не допустить литворного влияния картохи на душу человека. Вот так вот, ребятки. Наверное, вы сейчас тоже сидите в шоке, ибо продукт, без которого сегодня мы не можем представить нашу жизнь, был для многих триггером, из-за которого устраивали бунты. Но если подумать более объективно, то картофель – это овощ с уникальным вкусом, позволяющий быть чертовски сытным долгое время. Он доступный, легко выращивается, с него можно приготовить множество блюд или тупо есть один и не париться, что тебя настигнет голод. И когда я вам это все сейчас рассказываю, то мне очень сильно захотелось кушать картошки. И ставь лайк, если тебе тоже. Но говорил я это не для того, чтобы поднять аппетит, а для того, чтобы можно было понять, что картошка могла полюбиться народам, которые обитают в местах, где тяжело выращивать хоть какую-то пищу. Беларусь, конечно, довольно неплохая страна, и ее земля относительно пригодна для сельхоза, однако большинство пространства там занимают леса и болота, а потому получить много урожая довольно проблематично. А вот если засадить все картохой, то можно не париться касательно этого вопроса, ибо родить будет много, независимо от местоположения твоего участка, и потому выращивать в Беларуси картоху не просто зачетно, а и довольно-таки выгодно. Вторая же причина, почему белорусам могла понравиться бульбочка, может быть в первой же причине. Ибо если земля не особо пригодна под хозяйство, а большинство земель занимает леса и болота, то картошка становится не просто выгодным продуктом, а и спасением для многих семей благодаря своей калорийности. Взять, к примеру, тот же голод в Ирландии, когда население спасла картошка. Или ту же Латвию, которая так же, как и Беларусь, изобилует лесами. Латышей же тоже обвиняют в любви к картошке, и выращивать там ее стали чуть схоже с ирландцами.
Да и климат у этих стран похожий, и земля тоже. А потому вполне вероятно, что в истории в Беларуси был такой же печальный момент, который и породил такую любовь. А так как привычки народов меняются относительно медленно в истории, то вот вам и результат. Таких печальных моментов в белорусской истории было валом, особенно под 20 век. И, как мне кажется, когда был голод по всему Союзу в 1933 году, тогда и появилась та самая любовь, о которой мы знаем сегодня. Конечно, ребятки, это мое мнение, и не стоит его воспринимать всерьез. И вообще, если вы хотите больше знать о голоде на территории той же Украины в 1933 году, или на Поволжье, или в Казахстане, то пишите в комментарии, обязательно сделаю. Темы актуальные и будут интересны многим. А пока продолжим рассматривать следующую причину. Третья причина необычная и может скрываться в белорусской экономике. Слышали когда-то, что в Беларуси нет олигархов? И это же ведь неспроста. И секрет в этом кроется не в том, что они выращивают очень много картошки, и она действует на олигархов как осиновый кол, а в том, что основную часть экономики белорусское государство контролирует лично, а не за счет каких-то там частных предпринимателей. А потому у белорусской экономики характерна особенность, когда определять производство определенных продуктов может именно государство. И видя то, что ему выгодно выращивать картоху валом, оно так и делает. Ибо такой правитель, как Лукашенко, довольно строгий в правлении и вряд ли упускает возможность влиять на экономику. А возможно, ему просто нравится картошка, как и всем нам. Да и в принципе, это не важно, ибо, как батька сказал, так и будет. На то же он и батька. Зачем есть мясо с картошкой? Ну, съесть ты с селедкой ее там с рыбой. Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Он кто? Слесарь. А откуда он взялся? С электрички. А теперь, друзья, давайте подведем итоги нашего видео. Любовь белорусов к картошке вполне реальна и не подлежит всяким сомнениям. Они съедают картохи по 500-600 килограммов в год, вызывая у многих огромную зависть и почтение. Причины подобной любви могут быть разными, однако, скорее всего, этих причин несколько, и они взаимодополняют друг дружку. Возможно, белорусы любят картоху, потому что она выгодна, или это просто привычка, которая сложилась исторически. Может, белорусы любят картоху просто потому, что они белорусы. Считайте так, как посчитаете нужным. Однако для дальнейшего контента подпишись на мой канал и будь в курсе новых видео. Спасибо, что досмотрел до конца, и пусть картофельная фея положит тебе мешок картошки под твою кровать. Аривидерчи и до новых встреч!